ты тут добровольно, ну, мы тебя не заставляли, чтобы люди там не думали, что мы тебя там пеной мучили, как это, иголки под ногти загоняли и все остальное, чтобы не думали. Да, я понял. Чтобы тебя там... Да нет, это просто для людей, что, ну, типа, кто будет смотреть, ты же знаешь, что ты пишут, что вот эти все, не знаю, ты же Золкина Дмитрия видел, и... Ой, Золкина, ну, Владимир Золкина и Карпенко Диму не видел? С военнопленными они общаются. Нет, мы видео записывали, получается, когда нас привезли, как бы, ну, на первый домик мы там записывали, ну, фамилия, имя, отчество говорили, получается, дата, когда ты попал в плен, потом что-то там было, обменный фонд Дмитрию и Владимиру, Да, вот что-то вот такое, как бы. Это вот оно, да. Вот они записывают тоже как раз видео, и чтобы быстрее меняли и все остальное. Да. Это типа так, и там, так попадаете и числитесь уже военнопленными. Чтобы это не было потом никаких нюансов. Короче, что ты, расскажи коротко там, откуда ты, сколько лет? Фамилия, отчество моя. Дата рождения 22.08.1997 год. Полных лет 27. Родился в Республике Татарстан, город. Был мобилизован 28 октября 2022 года. Тебе как раз ровно 2 года. Да. Вот. Попал получается, по распределению в 430-й мотострелковый полк, 2-й батальон, 6-я рота, 4-й взвод. То есть это подразделение было, ну, сформировано из мобилизованных полностью. Это когда самая первая мобилизация на России была? Ну да, получается, первая мобилизация была же там 21 сентября. Вот, а я призвался, получается, я проживал в другом районе, получается, вот, а работал в советском районе города Казани, получается. Я работал слесарем в водоканале, вот, и, получается, с работы мне как бы, я, ну, пришел в ночную смену, вот, получается, я должен был с 27 на 28 работать, вот, и захожу как бы на проходную, меня там остановил начальник мой, получается, и вот, вы сказали, идите там, распишите за повестку, вот, то есть я призвался, получается, с работы, вот, а не как с военкомата, где я проживал. Это вот. Ты же знаешь, что военкоматы у нас в Украине так же самое вроде, что дают просто распределение на работы, и они отрежают людей. Ну, возможно, как бы до этого, как бы, ну, не в это вообще в подробности не вдавался, там, не вникал, все это вот. Просто как бы вот получил повестку, получается, с работы. Ну, это ж типа, есть просто прикол, я не знаю, видел ты не видел, что тогда Песков, как этого вашего звали еще тогда, Герасимов, штаба Минобороны ваш, кто там главный у вас по Минобороне был в те времена. И он же тогда заявил, что в России потери на то время было только 5000 солдат. С начала так званого этого ВСО, там, войны. Ты не слышал это? Нет, я больно телевизор вообще не смотрел, как бы все это. Работа, дом, как бы там. Ну, он там типа сказал, что там же, ты же сам ты знаешь уже, ты давно служишь, что часть мобилизации была открытая, но большая часть была скрытая, потому что, ну, что потери, типа. Ты же, типа, официально тут воевать не должен, ты же, типа, воюют тут только контрактники, по идее. Как тероборона, что ли, мы, как, я не знаю, как мы. Ну, типа, да. Ну, тут же контрактники должны, по идее, не воевать, но контрактники-то закончились. Еще в 22-м году закончились. Потому что там первые месяцы там потери были сумасшедшие у всех. Поэтому, и что, ты получается, аж 2 года назад мобилизировался, и что, тебя сразу не кинули в штурма на это? Нет, мы, получается, границу пересекли 26 декабря 22 года. Нас привезли в Ялту, там как, ну, в составе, получается, батальона, получается, нас по батальону, что ли, туда завозили. Ну, точно я не помню. Вот. Завезли в Ялту. Вот. Мы там
даже меньше, примерно мы там были по времени где-то часа, может, 3-4 где-то, ну, вечер уже было. Чисто Новый год отсидеть и все. Нет, это что, вот 27 декабря, все, нас так оттуда опять же забрали, отвезли, получается, это Донецкая Народная Республика, село Октябрьское, вот. Село Октябрьское, это, получается, рядом со Старомалиновкой, там, Великая Новоселка, ну, там, вот, нас туда привезли, получается, и вот из 20, получается, ну, вот с 27 декабря нас собрали там, ну, сколько, по 5 человек, что ли, нас и отправили, получается, на позиции. Ты 2 года в одном месте сидел? Нет, мы, ну, как-то где-то по 5 месяцев, где-то по 3, вот так вот. То есть специально с направления на направление? Нет, все, ну, как бы, все 2 года я находился на южнодонецком направлении. Просто как бы, нас перекидывали там из одного поселка, там, в другой поселок, вот так вот. А зачем так делать, знаешь? Нет, не знаю, просто вообще нам говорили, собираемся, и все, как бы там. Это чтобы вы не спетляли. Вот, ну, не знаю по счету этого. Все, закинули, получается. Ну, все на позиции 27 декабря. Вот я первый раз, получается, заступил на позицию. Все, на первую линию. До этого что ты делал? 1 декабря того года, 22 года? Да. Я думал, что ты только недавно имел, что заступил. Получается, вот нас 27 декабря первый раз заступил, получается. А обучение? Обучение, получается... Ты срочку не служил же вроде? Срочку я служил. Ты служил? Служил, срочку, да, получается. Вот нас, ну, как мобилизация была, получается, нас там, получается, мы жили на Казанском танковом полигоне, вот, в палаточном лагере, там большой палаточный лагерь был, вот наш там полк, получается, базировался, как бы. Все, мы там в составе роты, там, взводов, ходили на обучение. Получается, обучение у нас, когда было там, ну, 1,5 месяца, получается, мы 15 Это еще много. Это когда, 22 год был? Да. Ну тогда много уже. Сейчас, вот. Ты же знаешь, как сейчас ваших обучают? Нет. Сейчас 2 недели на штурм. А у вас же там есть друзья, которые с вами сидят, там поинтересуйся, как их обучают. И что, это нормально обучили, стали тиграми? Да нет, не стали тиграми. Ну, зарплату уж платили хотя бы. Ну, зарплату не сразу платили. Потом, по-моему, там, я точно уже не помню. А подъемные еще тогда были уже? Там с работы какой-то полный расчет, что ли, сделали, и все, как бы. Вот. Не, ну тут ты сидел, получается, 2 года, это 24 месяца полных, прям почти, то 23, там, грубо говоря, по 200 тысяч в месяц, нормальные бабки. Ну, да, зарплату получали как бы стабильно, там, все это. То есть какие-то ж премии по-любому у вас там есть, вот эти, премии? На 9 мая. Ваши. Да, и, если честно, там, ну, суммы, они, как бы, играли тоже там. Изначально вообще, как вот у нас привезли, у меня зарплата это был 180, что ли. Потом ну, сколько ты в Казани получал? Нет. Не, ну, зарплата, сколько ты с слесарем получал в Казани? С слесарем получал я где-то, ну, в районе 35 там, тысяч. Ну, ты же там какой-то начальный разряд. Вот, ну да, у нас там как бы все зависело от разряда, так как я только туда, получается, там отработал год. И вот у меня был 3-й разряд, как бы это самый, ну, наименьший разряд, и там, естественно, ну, зарплата будет как бы там соответствующая. Вот, там. А тут платили, получается, тебе там сколько, в 7 раз больше. Вот, да. И типа, это ж нормальные, типа, бабки тебе тут. И что тебе нравилось служить? Служить? Да и не знаю, как ответить даже. Ну ты ж не дурак, ты же видел, что происходит, типа, что как ваши там ездят на штурмах, кто возвращается. Вот, ну, прям, так, как сейчас, в прямых боевых там столкновениях, как бы мы не участвовали вообще. Вот, это сейчас нам сказали, там, ну, это где нас, получается, взяли в плен, там все чисто, там были наши там штурмовики, как бы там, заезжайте, там все нормально будет, вот, то есть там, ну, просто с утра меня 5:30 разбудили, сказали, вот, ти, типу, їдеш як на закреп, виходить. Друзі, поки всі там розмовляють за якийсь там мирний договорняк, війна в Україні нікуди не зникає. І тому потрібно бути до неї готовими, як наші друзі з Укрармор.
у яких є екіп на будь-який сценарій. Потрібні бронеплити, в них є з 3 по 6 клас, які допоможуть вам в легкому рейді, а також проти бронебійних на СПшці. Плитоноски з якісної кордури, які не будуть натирати вам плечі або ламати спину. Бал-пакети, які перші в Україні почали робити з запаюванням по бокам. Так само, як наші друзі-американці. А під таку погоду в них є купа професійного одягу. Термухи, куртки, фліски, щоб і броник не тер, і гріло, і вологу виводило. Тому звертайтеся до наших побратимів з Укрармор. За спеціальним промокодом для вас буде знижечка, безкоштовна доставка. Посилання на них буде в описі під цим відео. Тому підтримуйте український бізнес. Давайте разом здобувати перемогу. Слава Україні! Вот, закрепляться. Вот. То есть и там мы приехали, там никого не было. Были только двое ваших. Вот. Тоже так же, ну, как бы взяли их, там, перемотали. Дали сигареты, там, воды. Просто объясни, что вы ехали на штурм, просто до этого чуть общались, да, и вы приехали, вас высадили, мотолыги, да, и уехали. Одна мотолыга у нас была, в мотолыге было 10 человек, получается. Да. И вы зашли в окоп, и там наши двое сидело, да? Да. Ну. Вот с теробороны. А что вы их, типа, не убили? Не, зачем? Зачем? Не, ну в плане, типа, как выше, блядь, как это, закрепили, вы не поняли сначала, что это наши были? Нет, мы уж поняли то, что ваши было, потому что ваша форма была, вот, мы не стали убивать, как бы, этот вот. Они розмовляли якою? Українською або російською? Ну, они по-русски тоже разговаривали. О. В принципе, нормально по-русски разговаривали. Все, мы у них спросили, что да как. Там сигареты дали им покурить, там воды дали попить. Все это вот. А те, кто с тобой другие ехали на штурм, они там боевики, не боевики? Нет, вообще у нас просто вот там ты, как бы так вот назначили, и все. То есть мы никакого там... Ну, так, извини, перебью, я так понимаю, что ты сидишь дома, блин, как и твои другие, те, кто с тобой ехали, вас вот так вот грядкой просто, кого попало, собирают и отправляют, типа, на штурм. Ну, без, знаешь, это как это по-русски? Подготовки. Слагуджение, как это по-русски? Ну, слаживание, подготовки, Слаживание, да, подготовки. У нас не было вообще. Хотя бы, чтобы ты увидел, кто с тобой, блядь, едет. Ты, наверное, с некоторыми познакомился уже, когда сидел? Да. Да? А как вы, типа, на штурм должны были идти, я не пойму. Я не знаю, у нас просто вот... Нам сказали, у нас никакого не было боевого слаживания, у нас не было там никакого обучения там. Ну что, за 2 года только один полигон был? Не, ну штурмовые, чтобы как бы обучать нас в штурма, не было вообще за 2 года, не обучали нас штурма. Вот. Штурмовать не обучали. Мы всегда сидели в обороне, то есть на позициях как бы все. Мы знали то, что вот мы идем на эту позицию там и все как бы вот. Но сейчас вот, в обороне с дронами тяжело сидеть. Вот, штурмовать нас никто не обучал. Вот. Штурмовать нас. Как вы в обороне? Ваши птички не разбирали, не это? Ну, разбирали, конечно, да. Разбирали. И птички, и, артиллерия, минометы прилетала. Вот. Как бы вот. Ты за 2 года сколько смертей видел? Ну, да, было дело. У вас сейчас в день, если верить украинской информации, у вас в день умирает где-то 1500 человек. От 1000 до 1500 человек в день. Ну, это умирает, тяжело раненые. Те, кто, как говорится, не БЗ, не боездатные, те, которые выходят с этого. То есть сколько, ты их там увидел, всяких тигров? Такой информации не владею, там сколько у нас погибших и раненых. Не, ну то понятно. Там... Ну ты сколько думаешь, много в российской армии погибших? Возможно, да. Не знаю, точно не могу сказать вообще. Ну тебя не удивляет, что дай шапку. Тебя не удивляет, что так много Россия мобилизовывает людей? Ну, как мы слышали, то, что мобилизации как бы нет, сейчас идут как бы, контрактники чисто вот. Подписывают контракты. Вот. Ну, тебе же друзья твои новые рассказали, как они контракт подписывают сейчас. Ну, там... А зэки? Ты же зэков видел по любой кучу. Ну, зэки там, да, как бы мы не общались. Они чисто там, были, они там у вас. С ними, зэков, да, видел. Они же как низшая каста, знаешь, у вас, типа,
С них же отдельные роты формируют и сразу на штурм, на штурм, на штурм. Как бы с ними не разговаривали, как бы вот по счету этого всего. Так видел, да, да. И что тебе за 2 года ты не хотел за 2 года не хотел уйти, убежать, спетлять? Последствия всего этого будет. М? Последствия всего этого будет после этого. Или ты думал, что тебя не отошлют? Ну, возможно, да, думал, то, что не отошлют. Как бы и последствия всего этого. Вот. Ну какие? Ну, там уголовная ответственность, я не знаю, как там, что будет там. Ну, за ты, это. ну прикинь, ты тут сидел год, 1,5. Ты заработал, ну там, я не знаю, сколько миллионов, 1,4 рублей. Ты, ну, типа, я думаю, что если ты поехал бы в какую-то Казань, договорился бы с местными там прокуратурой, мусорами, дал бы им какой-то лям, 2 рублей, то, я думаю, они бы тебя там не трогали. Чуть-чуть в России коррупции нет. Таких знакомых у меня нету, чтобы дать кому-то там какую-то энную сумму денег. Ну, ты знаешь, чтобы и что... дальше, ну, никуда не пойти. А что, в российской армии нельзя, у вас же есть такое, что ты платишь и не воюешь? У нас вот в подразделении, честно, такого как бы, ну, не было там. Ну, ни разу не слышал, чтобы кто-то там деньги давал и так далее. Вот, чтобы там никуда не идти, там сидеть там в тепле, вот, и так далее. Вот. Интересно. Так это что, ты за 2 года ты не видел, не интересовался, что происходит там, блин, что там, например, то, что ВСУ зашли в Курск. Ну, слышал, да, то, что летом зашли в Курск. Ну, ты знаешь, сколько там пленных взяли? Нет. А? Нет. Никого. Ты вообще не видел? Ну, пленных, ну, слышал то, что там, ну, это... Ну, срочников, детей. Ну, как детей. Тебе 27 лет, но там вот пацанов по 20 лет взяли. Ну, слышал что-то, да, там срочники были там, вот. И не интересно было, что, как их так, кучу такую взяли 20-летних пацанов? Ну, я говорю, слышал же то, что там взяли этих срочников там так далее, мирных жителей, по-моему, слышал тоже, вот. Ну, взяли в плен, а там, что дальше там с ними было и так далее, без понятия, как бы все это вот. Тех, как же и с вами, тех, кто захотели сдаться, сдались, а тех, кто не захотели, там за один день, чтобы ты понимал, почти сколько, за 2 дня, за 3, почти по 1000 пленных было срочников. Там же эти командиры их кинули, понял, и убежали. А пацаны эти по 20 лет, они там, ну, 20 лет и там особо ума нету. Понятно, что те, кто остались, как сказать, захотели повоевать, они все умерли. Потому что они там не знали, что происходит, и кинули. А всех, кто в плен сдался, то они живы. Там мамы за них уже сколько там, уже, наверное, полгода трезвонят. Просят, чтобы вернули срочников. Путин же сказал, что срочники не воюют. И все. А потом в плен кучу их взяли. Конечно, на территории России, но то такое. Там тоже война уже. И что, тебя когда, получается, отправили в окоп, вы там зашли, там наши были, и что дальше? Ну, мы как бы обалдели, они тоже там, как вообще, как вы сюда попали, как бы так, вот. Тоже, ну, связали руки им там, как бы спросили, что где сориентироваться там, как бы на местности и так далее. Они нам говорят там, ну, мы также дали, как, ну, сигареты им там, воды дали, там, шоколадки были тоже там, им дали, как бы человеческое отношение было. Вот, там, не били вообще их там, не обзывали, ничего там, всякими там плохими словами. Вот, получается. И вы сказали, вы в полном окружении, получается. Вот. Потом приехала штурмовая группа из 4 человек. Вот, нас закидывали сбросами. Наши 4 человека приехали? Да. Так вас 10 было? Нет, уже сначала было 10, вот один погиб сразу, там, по-моему, стрелковый прилетел в голову, что ли. Это когда сразу. Они штурм начали? Там, не знаю, там непонятно было, там и сбросы были, и стрелкотня откуда-то была, там, мы находились, как бы, вообще в окопе, получается, там. А те 2 наших, получается, как бы, они были старшие тоже. Они пошли вообще, где нас выселили, там у нас были вещи, наши рюкзаки, то есть там была как бы вода там,
еда там, ну, эти теплые как бы вещи, они пошли за ними, получается, как бы перетаскивать. И откуда-то вот здесь сразу началась как бы этот стрелкотня. Вот непонятно откуда, мы как бы сами даже не поняли. Одного, получается, сразу убили, вот ему в голову прилетело, там он сразу упал, то есть второго закидали сбросами, и по нам уже начали сбросами работать. Там сбросами, камикадзами, там уже, ну, непонятно было, что вообще. Вот. Все, потом штурмовая группа ваша приехала из 4 человек. Ну, все равно, у вас 8 было, вы что, не отстреливались, ничего? У нас БК вообще очень было мало. 4 магазина, как и все. Там, ну, у кого там по 4, по 5 магазинов было. Вот, то есть, вот. Ну, это прикольно, как во Второй мировой. Кидают с минимальным количеством БК и на убой. Много ты навоюешь с 4 магазинами? Да нет. 120, 120 патронов. Ну, 4 у тебя, ты имеешь в виду рожок, магазин, точнее, который еще в АК, или вам же выдают 1 и 4 дополнительно, да? Как советский это норматив. Советский это 3 в подсумках и 1 в АК, он да. даже выдает. Ну, советский это, да. Ну, 120 патронов вам дают. Да. А россыпью? Россыпью нет, нам не дали, у нас не было там ни гранат, ничего у нас не было вообще. Вот. Ну, все равно у вас 1000 патронов было. Можно было минут там 5 постреляться, наверное. Ну, да. Если у нас один... Ну, вот, например, у нас в подразделении у каждого минимум по сколько? По 12-15 магазинов. 12 на СОБе, блядь, а загалом 24. Да, ну, типа, вообще, типа, ну, вот, грубо говоря, то есть вот в Украине, там, не знаю, там какое-то спецподразделение, какие-то нормальные типы, чтобы ты понимал, у наших у каждого где-то там может быть по 20 магазинов. И плюс россыпью. Это там больше... Короче, очень много БК, чтобы очень долго и хорошо воевать. И вас 4 человека, всех вот это, как это, раскидали или что? Да не раскидали, то есть как бы откатиться назад у нас как бы никак не получилось бы. Получается, отправили одного вашего там на переговоры, чтобы как бы дали выйти нормально. Все, они там договорились, мы вот начали выходить без брони, без каски. Начали выходить, и тогда у нас, ну, как бы уже все... Кто принял такое решение? Кто такой умный у вас? Ты, ну, не в то, что они унизить, а реально умно сделал. Все вместе как бы там решили. Да. Вот. И получается, все, мы по одному начали выходить, нас начали вязать и так далее. Потом за нами приехала машина. Вот. Да, как в фильмах прям. Вышли, пришли, поговорили и сдались. Приехала машина, получается. Все, мы по 2 группы, получается. Так а что, вы не боялись, что вас расстреляют, там, не знаю, там, да, харакири сделать? Как бы, не знаю, не думал об этом, если честно. Вот. А что я не пойму, почему вы не, ну, типа, не убили наших 2, не стреляли с теми, кто штурмует? Ну, вы знали, сколько вас штурмует? Нет, не знали. Это потом уже, когда мы вышли, уже поняли, то, что 4 человека было, получается, ваших. И что, вы подумали, что могли бы повоевать? Да и нет, а что смысл? Вот. Ну, как, блядь, отбить там позицию. А мы находились в полном окружении, то есть... Там, ну, как отбивать ты там? когда понял, что тебя в тыл закинули? Вот когда у ваших, когда мы с вашими разговаривали, получается, тогда нам и сказали, то, что вас закинули в тыл, вы находитесь в полном окружении слева, справа, там спереди, сзади, то есть то, что везде наши и так далее. Ну, ты знаешь, что это новая, типа, тактика у россиян? Что? Не знаю. Не знаю. Ну, что берут просто в тыл, закидывают максимально глубоко, просто и вас там выкидывают, как котят. Вы там разбегаетесь, бегаете по посадке, создаете суету. Вам же не говорили, где наши, да? Сколько их там, ну, направлений, хоть что-то вам говорили? Да нет, такого не было, не было такой информации. Не было такой информации. И вы там просто в посадке создаете суету, пока на вас время тратят внимание, другие там войска пытаются прорвать основную линию обороны. Но те, кто вот как тебя закидают туда в тыл, чаще всего это, ну, смертники, которые умрут. Ну, ты сам понимаешь, что выжить, когда тебя, да, в окружении... Ну, это да, там минимально эти... Ну, да, что это... Минимально выжить там, Минимально, да. Понятно. Это повезло вам просто, что подразделение, которое вас брало в плен, оно поступило очень, как это сказать, по профессиональному.
оно поняло, что вы там ничего не знаете, я так понимаю, что и вы с нашими поговорили. Я думаю, что наши типа типы, которых вы в плен взяли, потом они за вас пошли рассказывать, я так понял, это повлияло на то, что вас тоже нормально относились. И что вам сказали, Да ничего когда особо в плен взяли? Да, особо ничего не говорили. Ну, сказали там то, что хорошо тоже дались в плен. Все. Ну, это же, блядь, конечно, лучше, чем пулю получить. Вот. Ну, у тебя мотивация, у тебя же есть семья, да? Да, Ты до семья, этого да. говорил, Семья, да. и маленький ребенок, у тебя эта мотивация жить побольше будет. М. У тебя хотя бы есть почему жить. А ты вернешься домой, хочешь домой? Да, да, хочу к семье. М? Да, очень хочу. А что ты будешь делать, когда тебя назад отправят? Не отправят, не пойду. Как ты не пойдешь? Что-нибудь буду думать и так далее. Нет, не пойду. Ваши все говорят, что не пойдут, вот все, а все идут, потому что заставляют потом. Все говорят, а что я мог сделать, это ж мне сказали. Тебя же поменяют, потом ФСБ с тобой неделю проведет профилактические беседы наедине, и ты поймешь, что ты был неправ, и ты любишь родину, и поедешь назад воевать. Тут типа шансы на это большие. Ты уже думал, как можно отпетлять, чтобы тебя снова сюда не послали? Честно, нет, не думал. Честно, не думал. Ты не задавал, не интересовался вообще, где вот эти люди у вас деваются, которые с плена возвращаются? Нет, не задавался Нет? вопросом, нет. Ну вот у нас, например, вот, будешь там на лагерях, поинтересуйся, просто у нас кто с плена выходит, они очень много становятся публичными особами. Такие или в армию возвращаются, и у нас в украинской законодательстве есть такая тема, что ты когда возвращаешься с плена, ты можешь продолжить служить, или ты можешь демобилизоваться. Ну, типа, у нас, если человек вернулся с плена, он, типа, считается, что отдал долг родине, стране, и он может пойти отдыхать, или продолжить служить, может выбрать любое другое подразделение, где он хочет служить. У нас эти люди становятся там достаточно публичными, многие, реально. И их там, у них соцсети есть, их там видно в интернете, а вот ваши пленные, когда их меняют, они потом что-то пропадают все. У вас там ты знаешь какого-то в России знаменитого пленного? Да нет. Которые ходят. Прикинь, сколько обменов уже было, да? И, реально, пленных каких-то там знаменитых, которых поменяли, их там, вообще нету, блядь, у вас. У нас там, например, когда наших меняют, с вашими, то, тебя будут менять, ты посмотришь, сравнишь, просто вспомнишь мои слова, что у нас это как? У нас там цветы, журналисты, да, там конфеты, там праздник целый, там люди приезжают, какие-то там важные шишки приезжают, эти там, поляны накрывают, там, я это утрирую, праздник для страны целый, как. А вас как меняют? Посмотришь тоже. Вас просто с автобуса выводят, стоят журналисты эти государственных ваших телеканалов, там с вами некоторых берут, отводят, говорят, что ты там скажи, что там в плену тебя там пытали, пену в жопу задавали и все остальное, как тут нацисты. И потом тебя берут вот так вот там в автобус или в самолет заводят, и все, и ты улетаешь куда-то. Чаще говорят, что ваших там отвозят на в СИЗО, чи куда-то там, беседы проводят с вами, чтобы ты, может, мы тебя тут вербуем, и ты агентом стал, украинским нацистом стал. Типа, и все, и будешь потом работать, ты что, в России будешь работать на Украину, нельзя. А потом вам, типа, говорят, вы же там понимаете, что у вас есть, там, надо вам вернуться на фронт. Просто у тебя семья, тебя, кстати, могут домой отпустить, типа, к семье на неделю, на 2. Вроде у вас такое есть. А если нету семьи, то, типа, что тебе ехать домой? Ты ж петлянуть можешь. Не, такое, назад в автобус, Ты же знаешь, что типа есть, который 3 раза в плен попал, 3-й раз? Нет, не знаю, нет. Он 1-й раз с фонарем попал, как ты, просто сдался. Потом его поменяли, он отсидел, ему повезло как-то, что-то его поменяли быстро, рассказывали нам. И его снова после обмена почти сразу же кинули, в И он, понял, что он не этот, и сдался сразу, в плен. Потом его снова 2-й раз поменяли, и он, его снова кинули после обмена почти сразу, и он 3-й раз сдался в плен. И там все смеются, что просто,
Он просто понял, что наши-то, ну, если нормально это, то не убивают, ну, типа, нету смысла. Мгм. Ну, и ты сам понимаешь, что с дронов ж видно все, и, я не знаю, ваши там, вам какую-то развединформацию говорят, там, нет? Нет. Ну, ты же в телеграм-каналах все равно сидел же там. Читал, что там просувание на, там, как продвижение на Авдеевском направлении у вас, там Бахмут взяли. Ты же вот эти все события пережил. Ну, да, да. Ты даже зэков Вагнера пережил, сколько их тут полегло. Мгм. Пригожин наш, этот, даже это. Набили. А что у вас, кстати, за Пригожина говорили? Че он самолет? Я не знаю вообще. Ну, Просто, ты же- слышал тоже, вот, как бы в новостях, то, что там самолет, что-то там, ну, что-то было там про самолет, про погибель и все, как бы там подробности, естественно. Я даже не знаю, что, Ну, блядь, не самолет знаю. Пригожина сбили на территории России. Ты как бы больно я не читал. Я как бы больно не читал новости. Все. Мгм. Просто знаю то, что вот Пригожин был. Ну, Пригожин погиб и так далее. Все это вот. Как бы Ну, он же подробности бунт по- поднял уже. Да, А потом да, его этот, российские ППОшники по приказу Путина решили, что он нам не интересен, и самолет у него сбили. Но есть, конечно, конспирологическая теория, что он жив, и это просто обман, чтобы он сейчас ушел в этот, на покой, просто чтобы бунты не поднимал. А есть инфа, что его, ну, типа, убили в самолете. Ну, все равно сбить самолет на территории своей страны со своей же ПВО, это, конечно, сильно. Это, типа, прикольно очень сильно. Ну, типа, поэтому Россия это страна возможностей. А что у вас там, оружия какие-то были интересные? Нет, Гранатометы, калаши вышли. обычные калаши, да. На 12-й хоть был. Нет, 74-ка, Да. ПКМ-1 и все. А спецура у вас есть там же какая-то? Спецура? У нас в подразделении нет спецуры. Да. Нет спецуры вообще подразделения. Я говорю, у нас вообще полностью вот полк мобилизованный. Это сейчас, ну, как бы, это с полугода назад вот начали добавлять контрактников там и так далее к нам. Вот. А до Ну, ты этого общаешься, вообще- ты же у себя, сколько у вас людей вы там? Ты в роте, сколько, ну, у вас же много людей было. Ты же со всеми общался, у каждого какая-то мотивация. Ну, понятно, что большая часть из-за вас, из-за денег тут сидят. Потому что платят хорошо. Ты по счету этого, как бы, честно, не общались мы там. Всех мобилизовали. Я говорю, у нас вот весь полк, то есть мобилизованный был, абсолютно весь. Вот. Как бы, ты не общались мы по счету этого там. Из-за чего там здесь и так далее. Вот. Но ты Татарстан, это же типа, ну, республика. Республика Татарстан, Как-никак. да. Это ж типа как в каком-то смысле независимая должна быть. Ну понятно, что там независимости ничего нету. Это не, это просто полностью сателлит России, да? Полностью под властью. А так бы могли бы не пойти на войну, воевать у себя в стране против режима Путина и получить независимость своей, как это, республики. Прикинь, было бы прикольно. Мы же, кстати, украинцы, чтобы ты знал, мы боремся и воюем сейчас за то, не только за Украину, как бы оно не было парадоксально, а боремся за то, чтобы там, Чечня, Ичкерия получила независимость, Беларусь получила независимость, чтобы и Сибирь отделилась от России, была Сибирская республика. Сибирь же это нереально богатая страна по ресурсам, а там бомжи живут, типа бедные люди. Живут только хорошо. Где Москва, да, там Екатеринбурге какие-то, Петербурге, какие-то Сочи. У вас же в Казани что там по экономике? Нет, Казань вообще красивый, очень красивый город, Казань. Ну, он исторический. Это. Ну, да, конечно. Там же война Вторая мировая до туда не дошла еще. Нет. И он поэтому там такой. М. А у нас в Украине просто что там, Первая мировая, Вторая мировая, вот так вот туда-сюда прошлись войнами по Украине. И сейчас Россия пришла так же самой войной. У нас каждые, наверное, 50-100 лет почти война в Украине была. И сейчас так же самое. Кстати, поэтому хохлы воюют хорошо. Потому что тут, блядь, уже на опыте. Что тогда воевали, что сейчас. И ты вообще не знаешь, и потери не знаешь, вообще нет. Ну, потери Знаешь, в нашем подразделении есть, конечно, потери. И раненые, и погибшие есть, естественно. Вот. А в других подразделениях, как бы, вообще, честно, не знаю. Ну, я так понял, что вы... Тоже, что как уж на войне и без потерь, это как бы
Не, ну да, понятно. Ну ты же понимаешь, что одно дело, вот как... Ты же американские фильмы смотрел, по-любому, какие-то боевики. Ну, да, Ну, ты же смотрел, понимаешь, что, например, в Америке реально есть так, там, в армиях НАТО, что если у них какая-то, точнее, операция, и у них там умирает там 5-10 человек, там, да, не дай бог, там больше, то это все, это скандал, это расследование, это там, ну, трэш, не может быть, почему, как, что, это целая история, целый фильм идет. Типа, у России там 1000 человек за день умирает, и типа, в принципе, нормально. У вас за месяц если верить нашей информации украинской и международных разведок, то в этом месяце, в прошлом точнее, у вас из-за Курска погибло за месяц 44-43 тысячи человек. Это погибшие и тяжело раненые, те, которые не вернутся в строй. Это типа, это больше, чем за всю чеченскую десятилетнюю кампанию Советского Союза. Типа за месяц погибло столько. Это же пиздец, это нереальные большие цифры. Я просто не знаю, ты реально или, ну, там, не хочешь говорить, или реально не знаешь. Ну, типа, просто вот мы видим видео с дронов, которые снимают. Там все поля засеяны вашими трупами. Ну, просто все поля засеяны. Реально не знаю, честно. Там даже есть видео, кстати, прикольное. Ты же знаешь, что в Ростове морг сделали красивый? Нет. Нет? Ты морг его для вас красивый там сделали. Нет, такой большой, не прикольный. Вас же туда там всех свозят. Там такой прикольный большой морг сделали, чтобы вас туда свозить. Ты даже не знаешь, что в трунах родным отсылают не тела погибших? Нет, не знаю, нет. Ну, пустые труны отсылают. Нет, не знаю, вообще не знаю, Прикольно. честно. Ну, вот я, может, в плену будешь, в плену. Оговорка в лагерях будешь, когда поговоришь там со своими, тебе это могут что-то порассказывать интересно. Ну, просто есть там мать, например, она ждет сына, даже погибшего с войны. Понятно, что она пока не получит его, она будет, ну, что делать? Власть, военкомат. Конечно, как да. успокоить мать, хоть и погибшую? Сказать, что сын герой, он умер против нацистов, бандеровцев, там, хохлов, НАТО, кто у нас тут еще? Да, всех, кто хочешь, рептилоидов в Украине, чтобы она похоронила, ей просто пустую труну присылают и забивают ее, чтобы она ее не открыла. Говорят, нельзя открывать, там сын ваш в говно, чтобы вас не расстраивать. Она его хоронит, а там тела нету. Нет, по счету этого не знал. А это потом, когда с плена выйдешь, то посмотришь, поинтересуйся. Бывает, просто руку пришлют, понял? Говорят, вот ваш сын. И просто мы общались просто с матерями и с родственниками погибших, тоже в интернете, если интересно посмотришь, когда выйдешь, то там типа просто присылают, короче, руку или ногу, понял, часть тела, даже голову не присылают, короче, и говорят, это ваш сын, понял. А когда там, ну, мать начинает сдавать ДНК, не знаю, твои родственники же надо они ДНК, скорее всего, пойдут сдавать, понял, и она дают, там начинают проверять, а то оказывается, ну, не их родственник. А у него там просто в этом, короче, в труне рука лежит, и все говорят, это ваш сын, просто от него только рука осталась. А они просто берут, короче, понял, я не знаю, ну, точно, но, скорее всего, просто, знаешь, тела находят, расчленяют их, раскидывают по трунам, что попадается, кому там нога, рука, ну ты ж типа, блядь, как ты докажешь, что это твой сын, если только не ДНК сдать. Да. А голову положишь, что узнают. Поэтому говорят, что это, ну, прикольная типа тема. Это чтоб, как это сказать, материю успокоить. Как-то так. А что она пикает? Сколько времени? Это, наверное, этот. Что ты еще расскажешь интересно? Как у вас в Казани вообще? В Казани красивый город, очень красивый город. Многонациональная республика. Это я знаю. Тоже переселение народности тоже там было. А ты знаешь, как Татарстан попал в состав Российской Федерации и Союза? Ну, так, ну, не очень, вот, знаю. У вас там истории же исковеркают, вам же рассказывают, что вы там добровольно сошли в состав великого, могучего там Союза, а потом, когда он распался, вы там вас взяли как республику, федерацию, да?
Ну, да, этот слышал. То, что нас как бы республику взяли вот, в состав Российской Федерации. Вот там, что у нас была там отдельная конституция и так далее там в Татарстане. Тоже это слышал. Мгм. Вот. Ну ты же понимаешь, что ту историю, которую вам рассказывают, это ж, ну, типа, обман. Не Или ты знаю. не интересовался вообще этим? Не интересовался. Ну, это не интересно, типа, как вы так получилось, что вы... М, Ну, там же Татарстан, там же не совсем, как это, русские по национальности. Татары, мусульмане. Ну да. А ты же христианин? Да, русский, да, я. Да. Там же, типа, как оно так получилось? М? Нет, не интересовался. Я вот общался с казахом, когда приезжал, там, 2 раза до этого, то там он тоже, я у него спрашивал по поводу, почему он казак, и по поводу того, почему он родился, ну, на территории другой страны. И интересовался его по истории. Неинтересно ему, почему той область, где он родился, когда она была оккупирована Россией, типа, и почему он казак, ну, русский, ну, типа, россияне, точнее. Типа, он говорит тоже, что неинтересно, типа, ну, получилось, говорит, так и получилось, ну, бывает. Хоть он почти свой язык знает, родной, Казахстан, он такой. А ты не знаешь, что украинцы, например, их украинцев массово перевозили в Казахстан как раз, это другие, Нет, не не к знаю. вам. Ну, Советский Союз переселение народов делал. Чтобы, Нет. типа, понял, размешать Мгм. и смешать это, как культуру. Понял? Мгм. Ты же знаешь, где Владивосток Да, находится, а? да. Ну, вот, даже украинцы уже, понимал, даже Владивосток отсылали, чтобы украинцев, типа, меньше их культуру уничтожить Мгм. нас. И там украинцы даже в Владивостоке в 20 столетии, там, в 20-х годах сделали свою республику. Зеленый клин назывался. Как это? Зеленый клен? Да. Ну, потом их там загеноцидили россияне, советы. Такого не знаю. Да. Да, это, типа, история. Да, ну, ты что, за ГУЛАГ не слышал, за Колыму, типа... ГУЛАГ слышал, не читал Колыму. Ну, ГУЛАГ, Колыму, да, уже слышал. Ну, как бы не Ну, что читал, там не было интересовался в вообще. ГУЛАГе, Колыму? Нет, не интересовался. Вообще нет? Ты знаешь, Нет. сколько там людей похоронено? Нет, не знаю, А. честно. Уже миллионы людей вообще как собак закапывали. Там же, типа, советы просто вот все, Советский Союз, типа, туда свозили, вот так вот там. У Дудя, это не реклама, просто у Дудя есть прикольный этот сюжет про Колыму. Он там ходит, показывает, рассказывает. Очень реально для россиян посмотреть, сколько ихних родственников убили советы, россияне такие же. Сколько миллионов людей просто как поубивали за то, что он там шутку не ту пошутил или против Сталина был. Как-то так. Так, а что, много у вас, кстати, из Казани поехало? У нас так. У нас весь полк, в принципе, он с Татарстана, с разных городов там, с разных районов. Ну, республик, да, которые? Ну, да, с республики, получается. Вот у нас где-то человек 5-6 со взвода, вот, получается, с моего взвода, с Казани, остальных там Заинска, там, Набережные Челны, Нижнекамск, там. Но они все, как ты, сидели 2 года? Да, да. Да. А что там мы за подразделение такое везучее? Без понятий. Да? Сидели в обороне. Все вот. Нет. Ну, он просто сидит редиска, мы его не будем называть. Он уже 10 лет воюет. Типа, я-то поменьше воюю, но вот он тоже может подтвердить, что у вас средняя продолжительность жизни не такая уж и большая в российской армии. Просто у вас какой-то уникальный случай, что вы 2 года на задних партах сидели. Ну да, у нас не было прям... Может, у вас командир какой-то был, Мурка, что договорился, что вы там не умирали? По счету этого без понятия вообще. Ну, ты знал, кто у тебя? Ротный, комбат, комбриг? Да, ротный тоже такой же мобилизованный из Татарстана, как и я. А, да? Да, у нас А комбат? Комбат то же самое. А, ну тогда у вас, походу, Мобилизованный не тоже. такой дурак там он был, что не подписывался на всякую фигню. Наверное, не знаю. Вот у нас, говорю, вот с начала момента мобилизации у нас был от солдата до
комбата у нас было... Ну, ты звание хоть какое-то получил? Ну, со срочки у меня как бы звание младший сержант, так и остался младший сержант. А, да? Да. Ну, такое еще. Ну, просто интересно, что, ну, типа, у вас такое в подразделение фартожопых. Ну, ты за Бахмут, когда взяли, ты слышал, сколько потерь было за Бахмут? Ну, там Бахмут нет. Да. Ну, Пригожин заявлял, что минимум 20 тысяч людей. Россия. Ну, там мы россиян у нас типа в Украине сейчас не принято называть людьми. Ну, типа 20 тысяч погибло минимум военных. Не слышал. Да. Про потери в Бахмуте не слышал. У нас даже этот термин был для российских военных, которые в Бахмуте воевали, грибники. Это типы, которые без оружия шли вперед, ну, с мешками, понял, как Деда Мороза, как грибник. И просто они умирали, а сзади шел Вагнер Пригожина. И вот они, типа, эти грибники, они просто Вагнеру, как ослы, доносили до нужных домов, ну, там, в еду, патроны, БК, воду, понял, и умирали там от пулевых или от арты и все остальное. И вот это там грибники, типа, шли, я не знаю, может, видел, не видел? Нет, такого. О, придешь с плена, посмотришь, поинтересуешься. Я всем говорю, что я тебе тут говорю, если вот люди тоже будут смотреть и не могут проверять это в интернете, чтобы не писали, что фейк. Будут писать, что и ты актер, потому что ты сильно чистый. И борода ухоженная, и без осколка, без ничего. И ты проверишь, что там же как Пригожин Вагнер захватил Бахмут. Там же сколько зэков с тюрем выгребли. Все почти погибли, что они выгребли в Бахмуте. Там потери были, ну, типа, безумные у них. Но они зато взяли Бахмут. Ну, как Авдеевку, когда взяли вот в этом году. Там же ты тоже не слышал, сколько там потерь было? Нет, не слышал. Ну, минимум 30-40 тысяч за Авдеевку. Это минимум. Это только, ну, типа, то, что вот, там, знаешь, не то, что сосчитали, а вот просто за Авдеевку одну. Это не считая соседние населенные пункты, которые еще там тоже сейчас какой ценой берутся. Не повезло. Ну, интересно у вас, конечно, армия. А ты за армию НАТО что-то слышал? Вас же пугает? Ты не слышал, не сталкивался вообще за этот период времени? Да если вы бы столкнулись, то вы бы не выжили. Да? У них там современное оружие, ракеты. Да мы тут воюем, как и вы, из говна и палок дроны делаем и все остальное. Там. Если мы это делаем по вынужденных моментах, то российская армия просто вся построена на этом говне и палками. И а что, ну тебя ж пугали, какие-то лекции идеологические проводили, там НАТО придет. Прикинь, вот ты в Украине защищаешь свой Татарстан, свою Казань от армии НАТО. Нет, такого не говорили, никаких там, не было то, что каких-то разговоров там про НАТО и так далее не проводили. Уже они не говорили, что Байден, блядь, придет в Казань, блядь, и все. Нет, не говорили. Да? Слушай, Не говорили. В Казани. Нет? Честно, не говорили. Ну, ты видел, как выглядит там Нью-Йорк, там Вашингтон, какой-то Техас? Ну, по видео, да, уже, да, видел. Ну, как ты думаешь, вот те люди, которые живут в Нью-Йорке, им сильно Казань нужна? Я думаю, нет. Я думаю, нет, не нужна. Ну, ты знаешь, какой бюджет Нью-Йорка? Нет. А? Нет? Ну, чтобы ты понимал, бюджет Нью-Йорка, это где-то, ну, там под один, чтобы не сбрехать, где-то вот 700 миллиардов минимум, это бюджет Нью-Йорка. Бюджет России, ну, там, в 6 раз больше. Всей России. А там вот только один Нью-Йорк у него такой бюджет. Тут бюджет Лондона, одного Лондона, 800 миллиардов долларов. Это почти как 5-й бюджет всей России, чтобы только один город Британии. Я думаю, что когда просто россиянам втирают за то, что придет НАТО и захватит, то, может, и иногда надо поверить, и пусть захватят, хоть жить будете нормально. Потому что там, я думаю, что тем людям, которые живут в Нью-Йорке, им как бы Казань не особо нужна. Наверное, не знаю. Ну, а Дубай, ты видел, как живут в Дубае? Ну, да, там лично не был. А? Там лично не был уж, но видел. Не, ну, с такой зарплатой мог бы съездить хотя бы в отпуск туда. Но вам просто тяжело сейчас сделать, потому что в России весь мир заблокирован почти. Доход от Татарстана нихуевый. 54 миллиарда. Ну, рублей же. Да? Ну, это же рублей, это немного. Поэтому
Но все равно могли бы приехать там, НАТО в Казань. А чем вас пугали или что? Да ничем нас не пугали. Ни НАТО, ничем не пугали. А какая мотивация вот у тебя личная? Ну, понятно, деньги. Ну, типа, 200 тысяч в месяц лутаешь. Призвали по мобилизации, пошел. Ну, ты не думал там, блядь, деньги, ну, от петля, где это? Последствия всего этого просто будут. Все. Ну, а так Там- ты умереть. Чуть ты думал, пропетляешь так особо. Не знаю. Ну, у тебя два ребенка. Один старший, другой там, Да. ну, можно сказать, є українське таке слово, немовля. Ну, очень маленький, да, 7 месяцев. Младенец. Да, младенец по-русски. То, ну, типа, вот, я думаю, что второй ребенок должен мотивировать как-то задуматься и спетлять. Сколько там? 50. Угу. Что, не думал, это... А как зовут хоть? Никита. А. Меня Никита зовут. Детей. Дочерей Дарья и Майя. Ну, я тебе уже говорил, что хорошо, что девочки, что не пойдут воевать. Девочки, да, обе. За Россию. Не умрут. Это уже большой плюс, кстати. Поэтому как-то так. Дальше, ну, типа, у тебя сейчас главная цель, ну, как я вижу, это, типа, сделать все, чтобы ты вернулся, блядь, домой и, ну, типа, воспитывать детей. Я не знаю, как там у тебя родственные связи, они сильно действуют или нет, но я считаю, что ребенок это один из самых сильных мотиваторов должен быть. Это все правильно, да. У меня, например, у нас там собака дома не покормлена, я уже нервничаю, а тут ребенок. Просто ты, ну, я вон то не шучу, когда я хоть смеюсь, когда говорю, что вас там ФСБ поканет и назад отправит. Ну, шутки шутками, ну, может быть. Все, поэтому лучше там сидеть, план думать, как петлянуть, блядь. Пару слов. Угу. Да что, сейчас, да. Что еще хочется спросить? Как ты вообще оцениваешь, победит Россия или нет? Ну, просто твое мнение, там, без этого, тем, что там не знаю, хохлы эти, ну, как ты видишь, что есть какая-то тактика, стратегия? Ты ж, блядь, в армии 2 года жил, в этом армейском трэше. Как ты оцениваешь? Все обычно мобилизованы, как бы, ни тактику, ни стратегию, вообще, как бы, в этом ничего не понимаю, не военный человек же. Не военный человек, не понимаю в этом ничего. Вот. Ну, как, ну, ты 2 года, ну, ты же видел, что Россия какие-то там маневры, ну, и срочку ждали. Ты, типа, видел маневры, какую-то тактику. Ты же понимаешь, что побеждает. Вот вы там захватываете сейчас населенные пункты, территорию захватываете. Правда, нереальные потери у вас, но, типа, захватываете. Не знаю, победим или нет, не знаю, не могу сказать. Ну, не, победить-то можно. С таким темпом, как российская армия воюет, то победить можно, это 100%. Просто вопрос, что людей сколько умрет, то вопрос другой. Если бы мы так воевали, то у нас бы людей уже не было. Но вот если там Трамп, когда вчера или позавчера Трамп заявил, что у вас по американским данным разведки армии США, то российская армия потеряла 600 тысяч человек в войне в Украине. Ну, типа... Убитые, раненые. Ну да, убитые, раненые. Это американская разведка, типа, говорит. Украинская разведка, ну, и говорит, что 750, да, 750, где-то так. Это тоже убитые, раненые, пропавшие без вести идут. Те, которые... Раненые только идут тяжелые, не легкие. Да. И этот... Что ты думаешь, как можно верить американской разведке? Не знаю. Наверное. Да там сидят эти ЦРУшники, я тебе говорю. Там такие, они ж видят все, слушают. Ты ж фильмы смотришь, понимаешь, что там отчасти правда. Наверное, да, потери большие. Ну, спутник Starlink ты видел? Спутник Starlink, нет. Нет? Ну, Starlink, да, видел. Да. Ты же понимаешь, Starlink. что технологии как бы российской армии и россиян отличаются от НАТО? Ну да, отличаются у нас. Нету Starlink'ов и так далее. Не, ну Нету. самолеты, техника. Знаешь, чем отличается техника НАТО от, ну, коротко, от вашей техники? Нет. Ну, российской, советской. Нет. Ну, техника НАТО, у нее приоритет на спасение жизни экипажа. Техника, ну, типа России, Советского Союза, которая делалась, у нее приоритет, знаешь, какой? Просто подешевле и побольше.
А на экипаж, ну, умрешь, так умрешь. Ну, типа, пофиг. Ты вот это видел Хамви, которые американские популярные? Хамвера. Вживую нет. Ну, вживую, ну, на фильмах уже видел, Ну, везде да, так да. клепают. Да. У них у них в середине каждой этой машины капсульная. Она идет капсуль. Даже если ты подрываешься на мине, у них же там видео специальные колеса вынесены более вперед-назад. Что если ты подрываешься на мине, например, то машина не взрывается полностью, взрывается только передняя часть, а ты как в капсуле находишься, ты выживаешь. Также и все, ну там Абрамсы, Челленджеры, Брэдли, ну все вот так построено, что ты типа выжить экипажу людям. А у вас, ну в российской имеется в виду армии, все сделано так, чтобы, знаешь, побольше сделать гамна, чтобы закидать вот гамном. Не знаю, может Warcraft играл? Нет, не играл. Не играл, ну типа Нет. вот, какую-то стратегию, то вот побольше дешевых солдат сделать, юнитов, чтобы закидать мясом. Как-то так. У нас, блин, чтобы ты понимал, в Украине мы дроны не успеваем делать с таким количеством, сколько российских солдат умирает. Ну, типа, надо убивать. Как-то так. Ладно, не будем тебя больше, как сказать, можно сказать, мучать. Что ты хочешь сказать там пару слов своим соплеменникам, кто Да, ничего не хочу говорить. с болот, да. Не, ну может, Семье скажи. может в семье, там, может это увидят тебя жена, дети. Мы не будем, типа, ну, все, что ты наговорил, мы так и выложим, без монтажа, понял, чтобы не было такого, что нам говорили, что мы нарезали, что нам выгодно. Ты можешь сказать все, что ты скажешь, ну, семья тебя по-любому будет искать. Я думаю, у тебя жена, 2 детей, она понимает, что муж-то нужен. Можешь обратиться, увидят, нам-то что. Нам плюс, что она пойдет в военкомат, скажет, вот мой муж, он жив, верните мне мужа. Ну, не хочешь, это же твое право. Мы просто, если по-человечески даем возможность людям, чтобы передать там привет, я не знаю, может там какое-то важное тайное слово есть. Нет, можно, да, сказать, да? Да он в камеру говорит, то... Да. Юль, все нормально, я живой. Иди в военкомат, добивайся обмена. Ну, меня обменяют. Все. Да, распространяйте, Юля, если ты видишь, твой муж, он поедет на лагеря, будет там ждать. Я не знаю, сейчас, кстати, есть, я не знаю, акция есть сейчас такая или нет, что жена может приехать. Я не помню. Ну, короче, сейчас все в ваших руках. Хотите мужа, военкомат, добивайтесь, он сидит в Украине и ждет вас. Только сделайте потом так, чтобы он снова не поехал. Все, в принципе, выключай.